Привет, я Мэри, и совсем недавно у меня начались первые месячные. Когда это случилось, я была в шоке. Мне было страшно и стыдно рассказать про начало менструации маме, но я нашла способ поделиться с ней своим секретом. А теперь я хочу дать советы юным леди, как правильно рассказать про первые месячные маме. Если эта информация оказалась тебе полезна, поддержи меня лайком, а также не забудь подписаться на канал Советы юной леди и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Вот моя история из жизни про первые месячные. Как рассказать маме о месячных? Когда у меня начались первые месячные, мне почему-то было очень неловко признаться в этом маме. Я полезла в интернет и узнала, что такая проблема есть у многих юных леди. А еще я узнала, почему стоит поговорить с мамой о месячных. Поговорив с мамой, ты сможешь задать вопросы, которые тебя интересуют. Мама расскажет, что делать при болезненных менструациях или обильных месячных, как правильно пользоваться средствами женской гигиены, а также что выбрать – прокладки или тампоны. Мама тебя поддержит. Ты можешь пожаловаться ей на плохое настроение, боль внизу живота или другие вещи, которые тебя волнуют. Мама сможет дать тебе полезный совет и подскажет, как справиться с тем, что тебя беспокоит. Я поняла, что моя связь с мамой станет прочнее, если я поговорю с ней о месячных. Поэтому я твердо решила рассказать маме про свои первые месячные. Но тут же возник другой вопрос. Как начать разговор с мамой? Я решила позвонить своей старшей сестре, которая учится в другом городе. Вот какие советы она дала мне и всем девочкам-подросткам. Во-первых, не паникуй. Это немного неловко, но поговорить с мамой о месячных все равно придется. Постарайся не думать слишком много об этом заранее. Просто говори как есть. Выбери подходящий момент для разговора, когда у вас двоих будет время сесть и спокойно поговорить. Попробуй начать разговор с простой фразы «Мам, кажется, у меня начались месячные». Либо просто спроси «Мам, а когда у тебя начались месячные?» Или можешь сказать так «Давай сходим вместе в аптеку, мне нужны прокладки». На этом моменте я сказала сестре, что стесняюсь сказать маме про месячные лично. И тогда она посоветовала мне позвонить ей по телефону или написать смс. Можно написать так «Мам, у меня начались месячные. Купи, пожалуйста, прокладки или тампоны. Спасибо». Сестра рассказала мне, что менструация – это обычная и абсолютно естественная часть жизни любой женщины. Поэтому для страха и стыда нет никакого повода. Я немного подумала и согласилась. И правда, чего я боюсь? Ведь я собираюсь поделиться этим с мамой, а не с каким-то малознакомым человеком. Мама любит меня и прекрасно все поймет. Я поблагодарила сестру за совет и стала ждать, когда мама придет с работы. Когда мы вместе пили чай после вкусного ужина и смотрели наш любимый сериал, я сделала несколько вдохов и выдохов и спросила совсем не то, что собиралась. «Мам, а у тебя есть прокладки?» Выдав эту фразу, я немного покраснела, но мама все сразу поняла. Она ненадолго вышла из комнаты, а когда вернулась, в ее руках была упаковка прокладок. «Думаю, что теперь я буду покупать на несколько пачек больше», – улыбнулась мама. А я улыбнулась ей в ответ, и мы, обнявшись, продолжили смотреть наш любимый сериал. Вот так я рассказала своей маме про первые месячные. Как видишь, мне не пришлось ей ничего объяснять. А как это было у тебя? Расскажи в комментариях. Также не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал Советы юной леди. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые полезные видео. До встречи, подружка! Ах да, совсем забыла сказать. Вот 3 полезных совета, которые дала мне мама в тот знаменательный день. Первый. Всегда отмечай день начала менструации, чтобы понимать, когда ждать следующую. Это поможет заметить, если месячные пошли не вовремя. А также использовать эту информацию при обращении к врачу. Второе. Испачканное нижнее белье выкидывать не нужно. Просто как нужно быстрее сполосни его холодной водой, а затем простирай. Третье. Всегда держи при себе гигиенические средства про запас, особенно в школе. От тебя хочу добавить еще, не переживай, если чувствуешь, что еще не готова говорить об этом с мамой. Это твое тело и твой выбор.